Здравствуйте, товарищи! Сегодня я подготовил выпуск про технику имперской гвардии. Изучив множество материала и сопоставив свои знания, у меня получился слишком длинный видеоролик, поэтому я решил разделить его на несколько частей и рассказать в каждом видеоролике о несколько видов техники имперской гвардии. Встречайте первую часть. Начнем мы с основного БТРа имперской гвардии. Это БТР Химера. Основной бронетанковый транспорт пехоты в имперской гвардии. Как и любой другой БТР, задача доставить пехоту на передовую, по возможности поддержать ее в наступлении. Ее используют не только имперская гвардия, но и, к примеру, эксплуатируется силами инквизиции, специального, карающе-розыскного органа империума с широкими правами, для доставки штурмовиков элитных пехотных отрядов на передовую. Основные характеристики: масса 38 тонн, броня от 100 до 150 мм, максимальная скорость 70 км в час, десантный отсек до 12 человек. Вооружение зависит от модификации. Стандартное вооружение — это мультилазер или тяжелый болтер, и на крайний случай огнемет. Производится как на мирах-кузницах Adeptus Mechanicus, так и на промышленных мирах Империума. Применяется более 10 тысяч лет. Очень надежная боевая машина, за что и популярна в войсках Империума. САУ Василиск — это САУ на базе шасси от БТР Химеры с пушкой, сотрясатель. Основная мощь артиллерии в имперской гвардии, несмотря на существующие более мощные артиллерийские комплексы. Применяется более 10 тысяч лет. Имеет высокую эффективность, при этом довольно дешевая и проста в производстве. Изготавливается много где. Имеются несколько модификаций. Отличие в основном заключается в броневой защите. Основные характеристики: орудие 132 мм и тяжелый болтер для обороны на ближней дистанции. Масса 40 тонн, максимальная скорость 21 км в час. Броня от 100 до 150 мм. Интересный момент. Во времена ереси Хоруса этот артиллерийский комплекс использовался и космическим десантом. Основной боевой танк Лемон Рус. Как у нас перевели? А вообще правильно Лемон Рас. Но давайте говорить так, как все-таки принято в русском сообществе. Его СШК были найдены во времена Великого Крестового Похода легионом космических волков. Это 6-й легион космического десанта. Данные хранились в Номанской империи ксеносов, которая поработила несколько миров человечества. Был назван в честь примарха легиона, который обнаружил эти СШК. Он отличался большой свирепостью, собственно, как и одноименный танк. Несмотря на свою простоту и отсутствие высоких технологий, танк Лемон Рус отличается высочайшей надежностью, живучестью и высокой огневой мощью и мобильностью. Его двигатель всеяден. Что не забросишь в котел, все будет воспринято как топливо, прям как в фильме «Назад в будущее». Производится повсеместно и является символом мощи танковых войск имперской гвардии и Империума. Имеет огромное количество модификаций, отличающихся в основном вооружением, некоторые из которых уже невозможно воспроизвести или крайне сложно, как, к примеру, Палач с плазменным вооружением. Основные характеристики: масса 60 тонн, броня от 100 до 200 мм, максимальная скорость 35 км в час, вооружение 120 мм гладкоствольное орудие с водяным охлаждением, лазерная пушка или тяжелый болтер, и в спансонах по тяжелому болтеру. Иногда дополнительным вооружением является ракета «Охотник-убийца». Экипаж 6 человек. Сверхтяжелый танк «Карающий меч» или «Гибельный клинок» или просто «Бейнблейд». Все это синонимы. Создан на основе одних из самых древних СШК. Огромная боевая машина, которая в одиночку способна уничтожить целые армии противника. Как правило, его осмеливаются обстреливать лишь титаны, огромные шагающие боевые машины. Используются и производятся более 10 тысяч лет, однако к 41 тысячелетию выпускают эти махины лишь только Марс. Другие миры кузнец производят своего рода самоделки, имея лишь часть СШК карающего меча. Тем не менее, и они довольно грозные машины.
которая отличается, как правило, броней, двигателем или вооружением. Имеется множество вариантов вооружения, от огромного орудия до орудия «Вулкан», которое способно легко уничтожить титан любого класса. Основные характеристики: вооружение, огромная пушка, пусковая установка, пушка-разрушитель, спаренная автопушка, 2 лаз-пушки и 6 спаренных тяжелых болтеров. Масса 316 тонн, броня от 190 до 220 мм, максимальная скорость 25 км в час, экипаж 10 человек. Любой военачальник Империума будет доволен, если в его распоряжении будет хотя бы один карающий меч, а если у него есть целый полк, то полководец начинает танцевать с чувством экстаза, так как карающий меч — это по сути мобильная крепость на гусеницах. Интересный факт: во времена ереси Хоруса и Великого Крестового Похода использовался и космическими десантниками. Небольшое пояснение. Сразу у зрителей может появиться такой вопрос: что это за маленькая такая броня? 200 мм, броня современных основных боевых танков за 300 мм. Вы не забывайте, что мы говорим о фантастической вселенной раз, а во-вторых, в этой фантастической вселенной имеются более мощные и эффективные материалы для обеспечения более лучшей бронезащиты бронетехники Империума. На этом мы завершаем показ первой части, матчасти Имперской гвардии. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Старый Стратеговод. До свидания, товарищи.